It is always an interesting question. How many come back after lunch? Для меня всегда интригует вопрос, сколько людей вернется после обеда. There are many things that impress me about Ukrainians. И у меня много разных впечатлений об Украине. One of them is your capacity to sit. Одна из них — это способность к усидчивости. Now, we have briefly considered solus Christus. Мы с вами кратко поговорили о solus Christus, Christ alone, только Христом, and sola gratia. sola gratia. For the rest of the afternoon, we shall consider sola fide, Теперь мы обратимся к sola fide, faith alone. только верой. Of course, someone might well ask, if each of these things is alone, then surely you cannot speak of other things equally being alone. Кто-то может задаться вопросом, но если это только чем-то одним, то как это в то же самое время может быть только и чем-то другим? If you can have a sola gratia, then how can you have a sola fide? Если только благодатью, то как же может быть только верой? But each one of these expressions is understood to operate in a certain domain. Но каждое из этих определений функционирует в определенной области. So that sola fide is the means by which the salvation is gained. Sola fide говорит о средстве, при помощи которого человек получает спасение. It is by faith alone. Только верой. But sola gratia is the source by which salvation is given. Sola gratia говорит об источнике спасения. It is by grace alone. Только благодатью. In other words, each of these alone expressions refers to a certain domain in which it operates. Поэтому каждая из этих каждая из этих только касается определенной сферы. And now we come to faith alone. Теперь мы приступаем к только верой. We shall focus our attention this time on Romans chapter 3, verse 27. Давайте откроем 3 главу послания к римлянам, посмотрим на 27 стих to the end of chapter 4. и будем смотреть до конца 4 главы. You will recall that Romans 3:27 follows the passage we looked at first, Romans 3:21-26. Римлянам 3:27 идет за тем отрывком, который мы только что с вами рассматривали, Римлянам 3:21-26. But now we discover something else. Но теперь мы обнаружим с вами что-то другое. The lessons that Paul lays out in Romans 3:27-31. Уроки, которые апостол Павел излагает в послании к римлянам, начиная с 3 главы 27 стиха, he then repeats in chapter 4. Он повторяет снова в 4 главе. In other words, Romans 3:27-31 offer an outline which is then expanded upon in chapter 4. Поэтому Римлянам 3:27-31 предлагает нам план, который апостол Павел расширяет в 4 главе. We'll tease out those parallels in a few minutes. И поэтому мы поговорим в точности о том, как соотнести 3 главу с 4 чуть позже. For now, let us read the text. Сейчас давайте прочитаем текст. 3:27 to the end of 4. 3 глава с 27 стиха до конца 4 главы. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании, так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Прежде чем мы окунемся в текст, давайте зададимся одним фундаментальным вопросом. What is faith? Что такое вера? How would people answer that question on the streets of Kiev? Как люди, живущие в Киеве, смогут ответить на этот вопрос? I suspect that a lot of the answers would say something like, Я подозреваю, что, возможно, ответ будет следующим. Faith is something that you exercise that is personal. Вера — это личное дело человека. It's got very little to do with truth. Она, по сути, не опирается на истину. It's a personal, subjective, religious commitment. Это личное, субъективное, какое-то религиозное представление человека. Isn't that what most people would say? Разве многие люди так не думают сегодня? But although the word faith is used several different ways in the New Testament, хотя слово «вера» в Новом Завете имеет несколько разных смыслов, I'll mention 2 or 3 of them, мы поговорим об этом чуть позже, it is never used that way. Она никогда не имеет такого смысла. That is, the word faith is never used to designate personal, subjective, religious commitment. Слово «вера» никогда не говорит о личных, субъективных, религиозных убеждениях. Sometimes the word faith is almost a parallel to religion. Иногда слово «вера» по сути выступает синонимом слова «религия». So one speaks of the Christian faith, or the Muslim faith, or the Buddhist faith. Поэтому можно говорить о христианской вере, мусульманской вере, буддистской вере. Almost the equivalent of Christian religion or Buddhist religion or the like. Христианская религия или буддистская религия. Once in a while, the New Testament uses the word faith almost in that way. Иногда Новый Завет практически в этом смысле использует слово «вера». For example, Jude speaks of the faith that was once for all delivered to the saints. Например, Иуда говорит о вере, однажды преданной святым. By this,
Jude means the corpus of Christian doctrine, the corpus of Christian truth that was once for all delivered to the saints. Здесь слово «вера» означает свод христианских доктрин, учение, являющееся сущностью христианства. But much more often, faith is perceived to be a gift from God by which we trust God's words regarding certain promises. Но в большинстве случаев, или по крайней мере очень часто, вера означает дар от Бога, при помощи которого мы полагаемся на Его Слово. And the validity of the faith depends in substantial part on the truthfulness of faith's object. И поэтому действенность или подлинность, лучше сказать, этой веры зависит от подлинности объекта этой веры. Let me explain what I mean. Позвольте объяснить, что я имею в виду. In 1 Corinthians 15, В 1 Коринфянам 15 главе, sometimes called the resurrection chapter, иногда эту главу называют главой воскресения, the Apostle Paul talks about the facticity, the truthfulness of Christ's resurrection from the dead. апостол Павел говорит о фактической достоверности воскресения Иисуса Христа из мертвых. Clearly, the Corinthians are prepared to believe in some sense in Jesus' resurrection. Очевидно, что коринфяне в каком-то смысле готовы согласиться с воскресением Иисуса Христа и верить в это. But they're not at all sure that there's a general resurrection at the end of the age. Но, может быть, они не уверены были до конца, что в конце века будет воскресение из мертвых для всех. So Paul engages them in a kind of mental experiment. Поэтому апостол Павел проводит с ними своего рода умственный эксперимент. Let us suppose, he says, that there is no such thing as resurrection from the dead. Апостол Павел говорит, давайте предположим, что не существует воскресения из мертвых. If there is no such category as resurrection from the dead, then Jesus didn't rise from the dead. Если такого понятия, как воскресение из мертвых, не существует, следовательно, и Иисус Христос не воскрес из мертвых. All right, he says, continuing his mental experiment, let us suppose that Jesus didn't rise from the dead. В продолжении умственного этого эксперимента давайте предположим, что Иисус Христос не воскрес из мертвых. If that were the case, Jesus didn't rise from the dead, what follows? Если бы Иисус Христос не воскрес из мертвых, что бы это значило? Well, he says, number one, you'd still be lost in your trespasses and sins. Во-первых, мы по-прежнему были бы в своих грехах и преступлениях. In other words, if everything in the Bible is true except the resurrection of Jesus from the dead, Другими словами, если все в Библии является истинным и достоверным, кроме воскресения Иисуса Христа из мертвых, you're damned. то нас ждет вечное осуждение. You're still in your trespasses and sins. Мы по-прежнему в своих грехах. Because the evidence that Christ's sacrifice was acceptable before God on our behalf is in the resurrection of Jesus. Потому что доказательством того, что жертва Иисуса Христа была принята Богом, является воскресение Христа из мертвых. If Jesus did not rise from the dead, Если Иисус Христос не воскрес из мертвых, then there's no particular reason to think that Jesus' sacrifice was worth anything. то нету никаких оснований полагать, что эта жертва чего-то стоила. Then not only so, he says, but all the witnesses are liars or dupes. Апостол Павел говорит, не только это, но и все эти свидетели являются лжецами. The apostles, Апостолы, more than 500, he says, who actually saw Jesus risen from the dead after those 3 days in the tomb. ранее он говорит о 500, которые видели Иисуса Христа воскресшим из мертвых. Sometimes in ones or twos, Иногда они видели его, может быть, в группе из одного или двух людей. sometimes to the group of apostles. Иногда он являлся апостолом. In John 21:7 by the shores of Galilee, В 21 главе Евангелия от Иоанна 7 у Галилейского моря. and apparently a substantial crowd of 500 in Galilee. И, по всей видимости, около 500 в Галилее. And some of them have been martyred for their faith. И некоторые из них приняли мученическую смерть за свою веру. That's why the apostles tell the authorities in the book of Acts, we cannot help but speak the things we have heard and seen. Вот почему апостолы говорят властям в книге «Деяний апостолов» о том, что им только должно и надлежит возвещать то, что они слышали и видели. But if Jesus hasn't risen from the dead, Но если Иисус не воскрес из мертвых, then they're all either fools or liars, то они либо глупцы, либо обманщики, and ready to die for it. и готовые причем за него умереть. Moreover, this isn't something that happened
500 years earlier and has come down to us as a legend. И это не просто, знаете, произошло, апостол Павел говорит, 500 лет назад, и мы услышали об этом как о какой-то легенде. Paul, writing about 23 or 24 years after the event of the resurrection, Апостол Павел, который пишет это послание спустя около 20 лет после воскресения, says that most of the witnesses are still alive. говорит, что большинство свидетелей еще живы. You can go and interview them yourself. Можете сами пойти их расспросить. Decide for yourself whether they're credible witnesses. Сами решите, они достоверные свидетели или нет. In other words, the resurrection is, in Paul's mind, an historical event. Другими словами, для апостола Павла воскресение является историческим событием. And the access we have to history is through witnesses. И как мы можем иметь доступ к истории? Посредством свидетелей. In the first instance, the access we have to Jesus' resurrection is that some people saw him after the resurrection. И поэтому непосредственно после воскресения Иисуса Христа свидетельством Его воскресения является то, что были люди, которые видели Его после воскресения. And their witness is preserved for us in Holy Scripture. И их свидетельство оставлено для нас в Священном Писании. So, Paul says, if Christ is not risen from the dead, поэтому апостол Павел говорит, если Христос не воскрес из мертвых, you are still in your trespasses and sins, вы по-прежнему в ваших грехах и the преступлениях, witnesses are liars, эти свидетели обманщики, and in the third place, he says, your в-третьих, faith is in vain. вера ваша тщетна. Do you hear that? Слышите? Your faith is only as valid as your faith's object. Ваша вера ровно настолько ценна, насколько ценен объект вашей веры. If you believe passionately with all your heart that the moon is made of green cheese, если вы страстно верите всем своим сердцем, что Луна сделана из сыра, that does not make your faith admirable. Это не значит, что ваша вера достойна подражания. Because your faith's object is, quite frankly, stupid. Потому что объект вашей веры, он, откровенно говоря, несмысленный. In other words, Paul is not encouraging people to believe something that may or may not be true. Поэтому апостол Павел не увещевает людей верить во что-то, что может быть истинным, а может и не быть истинным. He's trying to encourage people to believe something that is true. Он увещевает людей верить в то, что является истинным. A few years ago, Несколько лет назад a liberal Anglican bishop in Perth, Australia, либеральный английский епископ в городе Перт, Австралия, was interviewed by Australian radio on Easter weekend. давал интервью австралийскому радио в пасхальное воскресенье. And the bishop was asked, И у этого епископа спросили, supposing, bishop, представим себе, епископ, the tomb of Jesus were found, что люди бы нашли могилу Иисуса Христа, with a body in it. в которой по-прежнему лежит тело. Suppose that it really could be shown beyond reasonable doubt that this really is the tomb of Jesus. Представим себе, что люди могли без тени сомнения доказать, что это подлинно могила Иисуса Христа. And from the marks in his hands and the wound in his side, you really did come to the conclusion that this was Jesus. И увидев раны на руках и рану в животе, люди бы сказали, ну это не может не быть Иисус. What would that do to your faith? Что бы это сделало с вашей верой? And the liberal bishop replied, Этот либеральный епископ сказал, oh, it wouldn't do anything to my faith, ничего бы не сделало с моей верой, because I believe Jesus has risen within my heart. потому что я верю, что Иисус Христос воскрес в моем сердце. That's not what Paul says. Но, друзья, Павел так не пишет. What Paul would have said to the same question Если бы это интервью брали у Павла, is this: Павел бы сказал следующее. if you can demonstrate that Jesus really is in the tomb, Если бы можно было доказать, что Иисус Христос по-прежнему в гробе, and of course you can't, и, конечно же, это сделать нельзя, but if you could, но если бы вы могли это сделать, you would utterly and forever destroy Christianity. то вы бы полностью уничтожили христианство. Because biblical Christianity, biblical faith, is grounded on a certain truth. Потому что библейское христианство, библейская вера полагается на конкретную истину. Things that have happened in space-time history. То, что определенно произошло в истории. That's one of the reasons why history is such an important subject for Christians.
Вот почему мне кажется, что христиане должны быть сведущими в истории. The Bible never ever encourages you to believe something that is not true. Библия никогда не призывает вас верить в то, что не является истинным. And that's why the Bible, when it is encouraging faith, does not say, believe, 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 shut up and don't ask questions, just believe. И поэтому, когда Библия говорит о вере, она не говорит, да ты просто верь, ну поверь, поверь, не задавай никаких вопросов, просто верь. Rather, the Bible encourages and fosters faith by articulating and defending the truth. Библия укрепляет нашу веру, объясняя нам истину и приводя доказательства ее истинности. The more people see that Jesus is risen from the grave, the more their faith is strengthened. Чем больше люди увидят, что Иисус Христос воскрес из мертвых, тем крепче будет их вера. Now, biblical saving faith is more than believing certain things are true. Библейская спасительная вера — это не просто верить в какие-то факты, Even though it is nevertheless. хотя эти факты должны признаваться. For example, Например, James reminds us that the devil himself believes that God exists. Иаков говорит нам о том, что сами бесы веруют в то, что Бог существует. The devil himself believes that Jesus rose from the dead. Бесы веруют в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. But that doesn't mean the devil is saved. Это не значит, что они имеют спасительную веру. So he has large confidence, faith that Christ rose from the dead. Поэтому они верят в то, что Иисус Христос воскрес из But мертвых. that faith by itself, though it is true faith, is not saving faith. Но эта вера сама по себе, несмотря на то, что это вера в истину, эта вера не спасает. Because saving faith not only believes that certain propositions are true, Потому что спасительная вера не только верит в то, что некоторые факты являются истинными, but in consequence trusts ourselves entirely to this God of whom they are true. но также она полностью полагается на того Бога, в которого верит. And in that sense, Satan never trusts himself to God. И поэтому мы знаем, что бес и сатана никогда не полагаются на Бога. But then the Apostle Paul goes one stage farther in 1 Corinthians 15. Но в 1 Коринфянам 15 апостол Павел заходит еще дальше. He says, if Christ has not risen, Он говорит, что если Иисус Христос не воскрес, not only are you in your trespasses and sins, мы не только в наших грехах и преступлениях, not only are the witnesses liars, не только свидетели-обманщики, not only is your faith useless, не только вера бесполезна, but, he says, you are of all people most to be pitied. но он говорит о том, что вы несчастнее всех человеков. What he means by that is, if you believe something is true when it's not, and you base your whole life on it, Что он имеет в виду? Если вы верите, что что-то является истиной, но на самом деле это обман, а вы всю свою жизнь построили вокруг этого обмана, that's not commendable. то вас никто не похвалит за It's это, not admirable. вам никто не будет рукоплескать, It is not sanctified. никто не скажет, что это святость, It is not an example of devotion. это не пример преданности, It's sad. это печально, It's pathetic. это смешно, It's pitiable. этому можно только сочувствовать. You see, this is something that is hard for Christians to explain to others. И это то, что трудно объяснить неверующим людям. Because if we're dealing with someone who has a very sincere faith in what the Bible insists is a false reality, Представьте себе человека, который очень искренне верит, но верит в что-то, что Библия называет ложью. then it's not a question of saying, well, she has her faith and I have my faith. We all have our own faith. It's all private. Мы не можем сказать, ну, у тебя своя вера, у меня своя вера, и это вопрос личный. For if either of us believes and trusts our lives to something that isn't true, Потому что если кто-то из нас полагается в своей жизни на что-то, что не является истинным, then the Bible insists our lives are a joke. то апостол Павел говорит, над таким человеком можно только смеяться. We are of all people most to be pitied. Такой человек несчастнее всех остальных. So the reasons why we insist on the truthfulness of the gospel Поэтому причина, по которой мы настаиваем на истинности Евангелия, is not only to base people's faith on the truth, не просто в том, чтобы наша вера была основана на истине,
but also to enable them by God's grace not to build their whole lives on something that is less than worthless and makes their lives a bit of a joke. Но также, чтобы по Божьей благодати они не строили свою жизнь на каком-то фундаменте, который, по сути, не настоящий и превращает всю их жизнь в что-то, над чем можно только подтрунивать. Now, in the passage that we looked at in the first session, Итак, отрывок, который мы с вами рассматривали на первой сессии, Romans 3:21-26, Римлянам 3, 21-26, we saw there that under the terms of the new covenant, the righteousness of God has been disclosed from heaven. мы говорили с вами о том, что согласно терминам, или вернее, согласно условиям Нового Завета, праведность Божья явилась, And it is available to men and women without racial distinction, but on condition of faith. независимо от закона, что она доступна людям без каких-либо расовых различий, но на условии веры. This notion of faith shows up again in verse 25. Эта вера опять упоминается в 25 стихе, Then it shows up again in verse 26. опять в 26. That is, God does this. He presents Christ as a propitiation. Бог делает это, то есть предлагает Христа в жертву умилостивления To demonstrate his righteousness at the present time, к показанию праведности Его в настоящее время, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. And then what Paul does after that is focus on faith itself. И далее, что делает апостол Павел? Он сосредотачивается на самой вере. And in this connection, he makes 4 arguments. И здесь он предлагает 4 аргумента. And these 4 arguments, which he breaks down in verses 27-31, Эти 4 аргумента, которые мы видим в стихах с 27 по 31, he then expands in chapter 4 in the same order. он в том же самом порядке объясняет в 4 главе. So we shall look at them step by step. Поэтому давайте каждый из них по порядку рассмотрим. Number 1, Во-первых, if we are to understand faith, если мы хотим понять с вами веру, we must grasp this. мы должны понять следующее. Number 1, faith excludes boasting. Вера исключает хвастовство. Verse 27, 27 стих. where then is boasting? Где же то, чем бы хвалиться? It is excluded. Уничтожено. Because of what law? Каким законом? The law that requires works? Законом дел? No, because of the law that requires faith. Нет, но законом веры. Now that's our first paragraph. Это первая часть. Now turn to chapter 4 Теперь посмотрите на 4 and главу. find the same argument teased out in chapter 4 verses 1 and 2. То же самое мы видим в первых 2 стихах 4 главы. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, discovered in this matter? Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but Yes. not before God. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. In other words, both passages talk about boasting. Оба отрывка говорят о хвастовстве. The argument is that if we're justified before God primarily on the basis of what we do, И поэтому апостол Павел говорит о том, что если мы оправданы перед Богом в первую очередь на основании того, что мы делаем, then we have something to boast about. тогда нам есть о чем хвалиться. That's true even of Abraham. И Аврааму было чем хвалиться. If, in fact, 4:2, Abraham was justified by works, he had something to boast about, Если Авраам оправдался делами, ему было чем хвалиться, but not before God. но не перед Богом. Now that's very interesting. Это очень интересно. You see, sometimes we boast about things in our minds or even with our mouths because we're comparing ourselves with ourselves. Иногда мы про себя хвастаемся, может быть, даже вслух хвастаемся, потому что мы сравниваем себя с другими людьми. Well, I may not be as intelligent as she is, but at least I study harder. Ну, может быть, у меня не такая одаренность, как у этого человека, но зато я такой прилежный. So we're boasting about something because we're comparing ourselves with ourselves. Поэтому мы хвалимся
и хвастаемся, сравнивая себя с другими людьми. I may not be as good looking as he is, Может быть, я не такой красивый, как он, but at least I keep myself fit. но я, по крайней мере, в атлетического такого телосложения, я хожу в спортзал. I may not be as gifted a preacher as he is, Может быть, я не так хорошо проповедую, как он, but at least I have pastoral skills, но, по крайней мере, я могу душепопечительством заниматься. and so on. И так далее. You see, in each case, we manage to boast, and it might be a legitimate boast, but on the basis of comparison one with another. И поэтому в каждом из этих случаев мы, сравнивая себя друг с другом, находим чем-то, чем мы можем хвалиться. But how do you boast before God? Но как мы можем найти, чем мы можем похвалиться перед Богом? That's a little more complicated. Это уже сложнее. It's complicated not only because God's standards are perfect, Это не только сложно, потому что Божьи стандарты совершенны, but for another reason. но и по следующей причине. Let's start with God's standards. Например, если мы говорим о Божьих стандартах, Shall you come before God at the end of a week and say, можем ли мы в конце рабочей недели предстать пред Богом и сказать: well, God, I didn't lie as much this week as last week. It's an improvement. Господь, я могу похвалиться тем, что на этой неделе я лгал меньше, чем на прошлой. That's not much of a boast. Это смешно, You're still guilty before God. потому что Бог все равно, мы все равно виновны пред Ним. Well, God, I didn't watch as much porn this week as last week. Боже, я не так много смотрел порнографию на этой неделе, как на прошлой. That's my boast. Я буду этим хвастаться. There's not much of a boast. Здесь нечем хвастаться. You're still guilty before God. Ты по-прежнему виновный грешник. So how shall we ever stand before God? Поэтому как же мы можем стоять пред Богом? If our works cancel out the legitimacy of our boasting, what do we do? Если наши дела лишают нас возможности хвалиться перед Богом, что мы можем сделать? Whatever legitimate boasting may be there is not before God, but before one another. И поэтому, если мы будем хвалиться, мы можем хвалиться только друг перед другом, но не перед Богом. Okay. Abraham is more righteous than Lot. Хорошо, Авраам, он более праведный, чем Лот. That doesn't mean that Abraham is a perfectly righteous man. Но это не значит, что Авраам обладал совершенной праведностью. He has something to boast about, Ему есть чем хвалиться, but not before God. но не перед Богом. But I indicated that there is a second reason why boasting before God is very, very difficult to imagine. Но я также сказал, что есть и вторая причина, по которой мы не можем даже представить себе что-то, чем мы могли бы похвалиться перед Богом. I reminded you this morning that in the pagan world, we offer sacrifices to the gods, hoping that they will give us some appropriate blessing. Сегодня утром мы говорили о том, что в язычестве люди приносят жертвы Богу, ожидая взамен соответствующего благословения. The point is, the pagan gods have their own needs. И это обусловлено отчасти тем, что языческие боги также испытывают нужду. If you read the ancient Greek and Roman myths about the gods, Если читать римские или греческие мифы о их богах, you discover that they can be arrogant, то их боги могут быть высокомерными, they can hate, они могут ненавидеть, they can commit adultery, могут прелюбодействовать, they can commit murder, могут убивать, they're jealous. они завистливы, They're just like us, only a little more souped up. они по сути такие же, как мы, только немножко более сильные. And at the heart of all pagan religion, without exception, is a kind of quid pro quo. И поэтому в сердце любой языческой религии лежит закон «ты мне, я тебе». I scratch the god's back, and the god scratches my back. Я почесал там, где чешется у Бога, а Он почешет меня. I pay for a nice sacrifice, and the god gives me a nice baby. Я принес хорошую жертву, Бог пошлет мне хорошего ребенка. But supposing you're dealing now with a God who has no needs. Но представьте себе, что вы имеете отношение с Богом, который не имеет никакой нужды. What are you going to offer him? Что вы предложите Ему? What do you have to barter? Как вы будете торговаться? That's why when Paul is preaching to the pagans in Athens in Acts 17, Вот почему, когда апостол Павел в 17 главе Деяний апостолов разговаривает с язычниками, he reminds them that the God of the Bible, it's not as if he needed anything. он говорит о том, что библейский Бог не имеет нужды ни в чем.
If God doesn't need anything, what are you going to trade with him for? Если Бог ни в чем не имеет нужды, что мы можем Ему предложить? If you give me a safe trip home, I'll pray so many Hail Marys. Если я смогу добраться домой в целости и безопасности, я столько раз отмолюсь молитвой Дева Мария. With respect, God doesn't need your Hail Marys. Богу не нужна такая молитва. God doesn't need a thing. Богу не нужно ничего от вас. It's not as if he needed anything, the text says. Апостол Павел говорит, что Бог не имеет нужды ни в чем. Do you know what? God doesn't even need our worship. Знаете ли, что Бог даже не нуждается в нашем поклонении? After all, in eternity past, В вечности до создания этого мира, before there was anything created, прежде чем появилась эта вселенная, there was no human being to offer him worship. не было человека, который мог бы поклоняться Богу. God did not create things because he was feeling lonely. Бог не создал этот мир, потому что ему было одиноко. He was perfectly content. Он был совершенно доволен. It's not as if he gets to Thursday afternoon and says, "Boy, I can hardly wait till Sunday when they break out those guitars." Это не то, что, знаете, Бог в четверг думает, ну когда же уже наступит воскресенье? Я так хочу, чтобы они на гитаре мне спели что-то. Strictly speaking, he doesn't need us. По сути, Он не нуждается в нас. He doesn't need me. Он не нуждается во мне. He doesn't need you. Не нуждается и в вас. Now, don't misunderstand me. Ну, я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. I am not saying that God may approve or disapprove our worship. Я не говорю, что Богу угодно или не угодно наше поклонение. I am not saying that God does not interact with us. Я не говорю о том, что Бог не взаимодействует с человеком. I am not saying that God does not bless us or curse us. Я не говорю о том, что Бог как не благословляет нас, так и не проклинает. But when he does any of these things, it's not based on his needs. Но что бы Он ни делал из всего вышеперечисленного, Он не делает это, будучи движим своими нуждами. He doesn't need us. Он не нуждается в нас. In other words, he responds to us on the basis of his holiness, Другими словами, Его отношения с нами построены на основании on the святости, basis of his grace, благодати, on the basis of his promises. на основании Его обещаний. But it's not as if we are in a position to trade something with God so that he gets something from us that he otherwise wouldn't have had, and we get something from him that otherwise we wouldn't have had. Но это не то, чтобы, знаете, вот этот принцип «ты мне, я тебе», когда мы можем предложить Богу чего-то, чего у Него в противном случае нет, и также Он нам может предложить что-то, чего мы не можем получить из другого источника. But if that's the case, then what have you got to trade with God? И поэтому, если это действительно так, то что мы можем предложить Богу? The only possible relationship you can have with a God like that is one that is characterized by his grace. Единственное возможное основание для таких отношений с таким Богом — это Его благодать. That's why Paul, writing to the Corinthians, says, "What have you but what you received?" Вот почему апостол Павел в 4 главе 1 Коринфянам говорит, что вы имеете, чего вы не получили. And if you received it, why do you boast as if you had not received А it? если получили, почему хвалитесь, как будто бы не получили? So you have a good brain. Представим себе, что у вас варит котелок, Who gave условно you the говоря. brain? Кто вам дал этот мозг? Ah, but you say, yes, I may have been given a good brain, but I worked. Ну, вы скажете, ну да, конечно, мозг мне Бог дал, но я-то как бы тоже не промах. Who gave you the ability to work? Но кто вам дал способность трудиться? Who gave you the parents that taught you discipline? Кто дал вам родителей, которые научили вас, как Who gives you the трудиться? health and the energy? Кто дает вам дыхание и сердцебиение? What have you got but what you received? Что вы имеете, чего бы вы не получили? So if everything that you've got that's any good is Поэтому something that you received, если все стоящее, что есть в вашей жизни, это все, что вы получили, how are you going to interact with God on the basis of boasting? как вы можете хвалиться перед Богом? It's not as if someone comes to personal faith in Christ Jesus Это не то, чтобы кто-то уверовал лично в Иисуса Христа, and gets down on his knees становится на колени and says to God, и говорит Богу: "Well, God, you got a good one this time. ну, Боже, теперь тебе повезло, такой хороший верующий у тебя You know, появился. deep down, I'm quite a catch. И вообще-то, лучше, чем все остальные. Sure that the two of us working together can really make quite a lot of И я difference for думаю, the теперь kingdom." вдвоем мы сможем достигнуть очень многого.
what have you but what you received? Что вы имеете, чего бы вы не получили? How can anyone stand in boasting beside the cross? Кто может стоять у Голгофского креста и хвалиться? Now, about 30 years ago, Около 30 лет назад I was asked by the seminary where I teach семинария, в которой я преподаю, попросила меня to interview two American evangelical Christian leaders провести интервью с двумя известными американскими евангельскими христианами. by the name of Kenneth Conser and Carl Henry. Одного из них их звали Кеннет Кансер, второго звали Карл Генри. Probably those names mean nothing to you. Я думаю, большинство из вас не слышали никогда о них. But in North America, they were amongst the leaders of the leaders in the evangelical world. Но в Северной Америке на них смотрели как на лидеров евангельского движения. One had started a major seminary. Один из них основал большую семинарию. The other one was a close friend of Billy Graham. Второй был близким другом Билли Грэма. Founded the Berlin Congress on World Evangelism in 1971. Который в 1971 году основал Берлинский конгресс всемирной евангелизации. That became the foundation for the Lausanne movement. Который стал основой Лозаннского движения. And so on. И так далее. So at this point they were both in their mid-80s. Поэтому им было в то время за 80. They had given a couple of lectures to our student body. Они читали нашим студентам лекции. We had probably 600 or 700 students there. Там было около 700 студентов. Listening to these men слушали этих людей, tell something of their perception of the grace of God and the gospel over the last few decades. которые размышляли над Божьей благодатью и Евангелием, которые и делились своим опытом. And then in the next hour, I was asked to interview them and not tell them in advance what the questions would be. И поэтому меня попросили в заключении провести с ними интервью, не предупредив их заранее, какие я буду задавать им вопросы. And no matter what questions I raised, they responded with courtesy and tact. И поэтому, какие бы я вопросы ни задавал, они отвечали очень вежливо, тактично. They were wise and experienced men. Это были мудрые и опытные мужи. So it was a delight to listen to them. Поэтому было приятно их слушать. But the last question I asked them was a bit different. Но последний вопрос, который я им задал, немножко отличался. I didn't tell them in advance what it would be. Я их не предупредил заранее об этом. But I said something like this. Но я спросил что-то подобное. There are some men who, when they get older, begin to destroy what they built. Некоторые люди, когда приходят в старость, начинают разрушать то, что они построили. They become grumpy. Они становятся сердитыми. They become resentful of the younger men coming along behind. Они очень негативно относятся к молодым братьям, которые идут за ними. They constantly talk about the old days. Они постоянно говорят о том, как прекрасно все было в их время. And they don't have the energy to do a good job anymore. И поэтому у них уже нету сил что-то строить. So instead of choosing smaller jobs, they just criticize everybody else. Поэтому вместо того, чтобы делать то, что они, по крайней мере, еще в силах сделать, они начинают критиковать всех остальных. Now I said to them, you two men are not like that. И я сказал, вы же не такие. You are constantly encouraging younger men. Вы постоянно молодых людей ободряете. You're constantly looking to the future. Вы постоянно смотрите в будущее. You're constantly full of the gospel. Вы постоянно исполнены Евангелием. We don't sense in you a whole lot of arrogance. В вас мы не наблюдаем особого какого-то высокомерия. You walk humbly. Вы ходите смиренно. So how come you're not grumpy old men? Поэтому в чем секрет того, что вы не старые, такие сердитые пожилые люди? What makes you two different? Чем вы отличаетесь от остальных? Don't tell me it's the grace of God. Не говорите мне Божья благодать. I know it's the grace of Я God. знаю, что это Божья благодать. I acknowledge it's the grace of God. Я верю в Божью But благодать. tell me how the grace of God has worked out in your life Но so that it's come out like this. Как эта Божья благодать действовала в жизни и произвела такой результат? Well, for the first time they didn't know what to say. Первый раз они оказались озадачены, они не знали, что сказать. Stumbling around, not knowing what to say. Они пытались связать пару слов, но ничего не получалось. And then finally Carl Henry said, И потом Карл Генри сказал, how can anyone be arrogant when he stands beside the cross? кто может хвалиться у креста? And that is the secret of a gracious old age.
И мне кажется, что это является секретом успеха в старости. Do you see, when you come to grips with what the gospel is, Видите ли, когда мы понимаем, что такое Евангелие, when you come to grips with the fact that God is so great you can't possibly trade stuff with Him, когда мы понимаем, что Бог настолько велик, что мы ничего не можем Ему предложить, when you come to grips with the fact that God hates boasting, когда мы понимаем, что Бог ненавидит хвастовство, that He will not give His glory to another, когда мы понимаем, что славы своей не даст иному, then the whole notion of salvation by works becomes silly. то эта идея о спасении по делам становится глупой. I've kissed more icons than you have. Я поцеловал больше икон, чем ты. It's just silly. Это глупо. Yeah, but at the end of the day, you're accepted freely by grace. Do you see? В конце концов, разве не благодатью Бог принимает нас? And I've prayed more prayers than you have. Или можно сказать, я больше помолился, чем ты. As if we're accepted before God finally on the basis of how many hours we've prayed. Как будто бы мы принимаемы Богом на основании какого-то определенного количества часов молитвы. God gives. God gives. Бог дает. And that is a mark of His grace. И то, что это является признаком благодати. His righteousness under the new covenant becomes ours because of what He has done in Christ Jesus on our behalf. Его праведность в Новом Завете становится нашей праведностью благодаря тому, что Он сделал в Иисусе Христе. If God justifies those who have faith in Christ, Если Бог оправдывает тех, которые имеют веру в Иисуса Христа, then He is not justifying those who deserve it. то это значит, что Он не оправдывает тех, кто заслужил этого. There is a first century Jewish historian called Josephus. В первом веке жил историк по имени Иосиф Флавий. Josephus sometimes asks in his writings, И на своих книгах Иосиф Флавий задает вопрос: what is grace? что такое благодать? Does God give His grace to those who deserve it or to those who don't deserve it? Дает ли Бог благодать тем, кто ее заслуживает, или тем, которые ее не заслуживают? 4 or 5 times Josephus asks that question. 4 или 5 раз Иосиф Флавий задается этим вопросом. And each time he answers it the same way. И каждый раз он дает одинаковый ответ. Josephus says, God gives His grace to those who deserve it, for otherwise God would be unjust. Иосиф Флавий говорит, Бог дает благодать только тем, кто заслуживает ее, иначе Бог несправедлив. But that's not what Paul says. Но Павел не согласен с ним. What Paul says is, if you deserve the grace, then it's not grace. Апостол Павел говорит, что если вы заслуживаете благодать, это уже не благодать. If it is something that you deserve, then you have a legitimate boast. Если вы получаете что-то по долгу, вам есть чем хвалиться. Do you really think you'll get to heaven and say, I made it here and my brother did not, because quite frankly, I made the right choices and he did not? Думаете ли вы, что когда вы попадете на небеса, вы скажете, я здесь, а он нет, потому что, откровенно говоря, я сделал правильный выбор. Where А он is нет. boasting? Где то, чем бы хвалиться? It is excluded. Уничтожено. On what law? Каким законом? The law that requires works? Законом дел? No, because of the law that requires faith. Нет, законом веры. So come to Abraham. Поэтому посмотрите на Авраама. What shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, discovered in this matter? Что же, скажем, наш отец Авраам обнаружил в этом отношении? If in fact Abraham was justified by works, Если Авраам оправдался делами, okay, then he had something to хорошо, boast да, about. он имеет похвалу, But not before God. но не перед Богом. And now it's time to sing. Давайте споем.